Добрый день, друзья! Сегодня буду рассказывать грустную историю про две орхидеи. И эти орхидеи Абба. Посмотрите, как цветет. Ведь великолепные цветы очень большого размера, вот с пол моей руки, прекрасный цветонос, но большая, очень большая проблема у двух этих орхидей. Я 4 года назад, с небольшой разницей в 2 месяца, приобрела две орхидеи Абба. Были прекрасные листья, прекрасные корни, все было великолепно. Росли и в покупных горшках, и потом я их пересаживала. И корни были шикарные, все было отлично. Ну вот просто шикарно. В прошлом году цвела вот эта орхидея. Точно так же красиво, таким же большим цветоносом и таким же огромным количеством цветов, как и цветет сейчас вторая орхидея. В этом году цвести не захотела. Посмотрите, что происходит с листьями. Ну вот это повреждение было сразу. Вот эти корни она выращивала уже в домашних условиях, но сейчас листья краснеют по краю. Появляются вот такие пятна. Да, можно это списать на то, что это пигментация, потому что уж очень темный цвет у орхидеи. Но сзади листа тоже покраснение. И вдруг эта орхидея просто замедляет свой рост, закукливает все корни. И если внимательно присмотреться к корням, они тоже вот не такого цвета, как вырос новый корень. То есть мы всегда говорим, что корни должны быть светло-серые, и когда поливаем, они зеленые, кончики тоже зеленые, а эти корни с каким-то розовым оттенком. Что это может быть? Листья плотные, листья не погибают, не рассыпаются, вот как при фузариозе, предположим. Но, наверное, это все-таки тоже фузариоз. Листья желтеют, краснеют, но пока держатся. То же самое происходит и со второй орхидеей. Посмотрите, какие желтые листья. Но здесь я могу сказать, что да, на этой орхидее был клещ. Причем его вдруг появилось такое количество, я даже сказать вам не могу, сколько. Вот эти черные полосы, вот со всех сторон, это работа клеща. И он появился в течение 2 недель. Вот смотрите, какие листья. Конечно, я справилась с клещом, конечно, я его всего уничтожила на орхидее. И она в этом году выпустила этот шикарный цветонос, но листья точно так же краснеют и желтеют, как и у первой орхидеи. Причем на первой орхидее никогда никаких вредителей не было, и она осталась более зеленая. А вот эта орхидея, которая сейчас цветет, может быть, она была с пониженным иммунитетом, потому что вот вредители всегда любят те орхидеи, которые сами не могут с ними бороться. Ведь мы знаем, что большинство орхидей может... это, конечно, могут быть и мифы, но все-таки вот стоят рядом 2 орхидеи, на одной есть клещ, на второй нет. У одной есть иммунитет и защита какая-то, я не знаю даже, какая это защита, но есть защита от вредителей, и на нее не нападают вредители. В общем, думала и решила, что эти 2 орхидеи, конечно, нужно спасать. Вот эту начала спасать чуть-чуть раньше, эту
недавно. Эту я успела полить. Вернее, даже не полить, а замочить все корни, которые есть в горшке, на 10-15 минут, не более, препаратом фундазол. Я не могу сдать на исследование в лабораторию, что происходит с орхидеей, но мне это все не нравится. И розовые вот эти корни, ну, дают возможность сказать, что, может быть, это фузариоз. Иногда при фузариозе орхидея распадается буквально за неделю. При каких-то других стадиях вот она так живет. Но не можем мы с вами точно сказать, что это такое. Вот эту орхидею я успела обработать 2 раза. И пока только я увидела, что растут здоровые корни. Вот один, он виден от шеи. И вот здесь сейчас я тебе покажу с ними. Вот здесь в горшке. Вот и вот там еще. Появились тоже молодые здоровые корни. Но прошло 2 обработки с разницей в 20 дней. Разводила я фундазол 1 грамм на литр. Посмотрела на цветущую орхидею, мне ее тоже стало очень жалко. Думаю, ну что, цветение, конечно, красивое. Но обработаю я ее фундазолом тоже. Ну, сбросит цветы, сбросит. Не сбросит, значит, еще полюбуюсь. Тоже сделала одну обработку, но они у меня проходили в разные дни, поэтому на цветущей орхидее всего 1 обработка, а на этой 2. И тоже появился живой корень. Но он подлиннее немножко. Цвет у листьев не поменялся. Но я буду продолжать обрабатывать фундазолом. Мне очень хочется спасти эти 2 орхидеи. Пусть даже сбросят все листья и начнут растить новые здоровые. Потому что единственный в мире препарат, который борется с фузариозом, это фундазол. Его еще называют бенлат или бенамил. Мне хочется сохранить эти орхидеи, потому что таких цветов красивых у меня в коллекции больше нет. А расскажите, пожалуйста, о своих орхидеях Абба. Ведь многие писали, что они погибают и очень быстро. Вот у меня им 4 года, и мне хочется, чтобы они у меня остались в коллекции живые и, конечно, здоровые. Я сделаю все, что в моих силах, но пока могу полюбоваться только желтыми листьями и вот этим шикарным цветоносом. Жду ваших комментариев. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.